Gurudeva Chandaya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. I first met Srila Purnachandra Maharaj 29 years ago in Austin, Texas. He was helping to run a preaching center there. Впервые мы встретились с Пурначандой Махараджем 29 лет назад, это было в Техасе, в Остине, где он помогал с открытием проповеднического центра. I was a young, unsatisfied person. И я был молодым человеком, неудовлетворенным жизнью. And I decided that after I get out of high school, I want to just walk on the road and just go all over and just see what happens and where God takes me. Я подумал, что когда я закончу обучение, мне нужно будет, я просто выйду на улицу и пойду, куда глаза глядят, и буду смотреть на все, чему меня захочет, что мне захочет показать Господь. And we used to sometimes play music while we were standing on the street and sing something, and people give us a little money. И мы стояли на улице, играли какую-то музыку, иногда люди кидали нам деньги. So I was a vegetarian, so someone told me you should go to the Hare Krishna temple, they have good food. И поскольку я был вегетарианцем, кто-то подсказал мне, что можно сходить в храм Кришнаитов, там неплохо кормят. And I started going to the center there, and I remember one very effulgent young person who brings down front, Purnachandra Maharaj. И я стал ходить туда, в храм, и я помню, там мне запомнился один человек, сияющий, юноша в шафрановых одеждах, был Пурначандра Махарадж. And he was very Он был очень добр ко мне. I would go every week, and I would, during the kirtan, I would play my musical instruments along with the kirtan. Каждую неделю я приходил туда в храм, и во время киртана я также присоединялся, играя на своих инструментах. But Maharaj always encouraged us. Махарадж всегда поддерживал меня, вдохновлял. A few months after that, I ended up joining the temple in Los Angeles, and I didn't see him again for 25 years or so. Затем, через несколько месяцев, я присоединился к храму Искон в Лос-Анджелесе, и затем, после этого мы не виделись с Махараджем на протяжении уже 25 лет. Bhakti took me to see him in Mayapur. Но затем я увидел в Майяпуре. And a little after that, Maharaj requested that we help to show the devotees around in Jagannath Puri. И потом Махарадж попросил меня, чтобы я показал преданным Джаганнат Пури. And I'll very much treasure those few days that we had with Purnachandra Maharaj and the devotees in Puri. И я очень ценю те драгоценные несколько дней, которые мы провели вместе с Пурначандрой Махараджем и преданными в Пури. I could see that Maharaj was very learned in Shastra, but that personally that was what impressed me so much. Меня очень впечатлило то, что Махарадж был глубоко погружен в шастры. But I saw that he was a thinker. Но я увидел, что он мыслитель, He was an artist. что он художник. Many people go to school and they learn how to do crafts, how to paint like this and make a face like this. Многие люди идут в художественную школу и изучают там мастерство того, как научиться рисовать то, как лицо рисовать, еще что-то. But out of thousands of students who learn that craft, there may be one or two painters. Но среди тысяч студентов, которые изучают технику рисования, может быть, появится один художник или два. One or two artists. Один или два художника. And so Maharaj, he was thinking. He would apply Shastra from different angles. И таким был Махарадж, он всегда думал, он пытался применить шастры, рассматривая их с разных углов зрения. Both he and I were close to one elderly Vaishnava sadhu in Orissa. Он и я, мы вместе были очень близки одному престарелому пожилому вайшнаву в Орисе. That sadhu once advised Purnachandra Maharaj, he said that you should not preach to large groups of people. И этот саду сказал Пурначандре Махараджу, тебе не нужно проповедовать большим аудиториям.
Rather, you should focus on small groups so you can go really deep. Тебе нужно сосредоточиться на небольших группах, чтобы можно было глубоко раскрыть предмет. He said, because the kind of things you have, if you speak to the general mass of people, they won't understand or appreciate. Потому что те вещи, о которых ты говоришь, большие аудитории не оценят, не поймут. Srila Purnachandra Maharaj, he told me, I marked that, yes. И Пурначандра Махарадж рассказал мне об этом, и я заметил себе, да, это так. So today we're having a Viraha Utsav. И сегодня мы проводим Вираха Утсав. It's two things. Есть две вещи. It's Viraha. Viraha means separation. С одной стороны, это Вираха, что означает разлука. For those of us here, this is the most painful occasion. Для тех, кто собрался здесь сегодня, это событие является источником боли. But at the same time, it's an Utsava, a festival. How is that? Но с другой стороны, это Утсав, праздник. Как это получается? For those residents in the spiritual world who regain association with such a personality, it's a festival for them. Для тех людей, для тех душ, которые живут в духовном мире, встреча с такой удивительной личностью является праздником. But for the devotees here, it's a great source of pain and suffering. Но для преданных, которые остались здесь, это продолжает быть источником печали и страданий. I feel a very great debt to Purnachandra Maharaj. Лично я считаю себя в долгу перед Пурначандрой Not just Махараджем. because he helped me to join the Bhakti program in Los Angeles, Не только потому, что он помог мне присоединиться к программе подготовки Бхакти в Лос-Анджелесе, but because he showed me how to think, но потому, что он научил меня думать, how to think with your heart. как думать сердцем. Association such as his is a very, very rare thing. Общение с таким человеком очень и очень редко встречается. I'd like to repeat a few words that I was telling some devotees earlier today. If some of you are here, please forgive me. Я хотел бы повторить несколько мыслей, которые звучали сегодня здесь, которые я говорил другим преданным. Sometimes devotees, one Mataji recently, she wrote to me and she said, how do we understand why Krishna is taking away devotees like Purnachandra Maharaj, like Andrew Prabhu, why is he doing that? Иногда преданные думают, когда Матаджи мне написала, почему Кришна делает это, почему он забирает таких преданных, как Пурначандра Махарадж, Индра Прабху, зачем он делает это? We might even think Krishna made some mistake. Мы можем даже подумать, что Кришна ошибся в чем-то. Krishna's creation is perfect, it's very nice, but there's this one flaw. Да, творение и все, что делает Кришна, абсолютно и совершенно, но здесь маленький просчет. The natural system, the general system is that the guru is older than the disciple. Как правило, есть такая система, что гуру всегда старше учеников. So it's natural that the guru will leave before the disciple. Поэтому естественно, что гуру уходит до учеников. And then what is that disciple going to do? А что тогда остается делать ученику? Who is that disciple going to go to and ask? Кому он обратится с вопросом? That person is everything for the disciple. Этот человек был всем для ученика. Srila Prabhupada writes in one purport in the 4th canto, he says that a bona fide disciple, when the guru leaves, the bona fide disciple will also die. Шрила Прабхупада в одном комментарии 4-й песни пишет, что когда уходит гуру, то настоящий ученик тоже умирает. The only reason that a disciple, a bona fide disciple, will continue to live after the disappearance of the guru is to execute the order of the guru. Но есть одна причина, по которой настоящий ученик будет продолжать жить, даже несмотря на уход его гуру. Эта причина – это стремление выполнить указ духовного учителя. So why did Krishna make some arrangement like this if the guru naturally leaves before the disciple? Почему же Кришна все так устроил, что гуру естественным образом уходит до учеников? Don't think there's some mistake. Не думайте, что здесь закралась какая-то ошибка. We should know that the divine river of love, which is called Premadhara, it has two embankments, two sides to that river. Нужно знать, что у Премадхары или реки божественной любви всегда есть два берега. If you don't mind, I'd like to just say a little philosophy, because Purnachandra Maharaj was very philosophical and very thoughtful, and this is an offering I'd like to give to him. Если вы не возражаете, я немножко углублюсь в философию, потому что Пурначандра Махарадж всегда был очень искушен в философии, и
и сегодня это было подношение Ему. That prema dhara, that river of love, has two embankments, the Sambodh Tatta and the Vipulamba Tatta, the embankment of union and the embankment of separation. Итак, в этой реки любви есть два берега, Самбога Татва и Випралamba Татва. Самбога Татта и Випралamba Татта – это берег разлуки и берег встречи. For that river of love to flow, both have to be there. Для того, чтобы река любви продолжала свой ток, необходимы оба берега. The language of my revered spiritual master, if there's only union, there's no separation, then love will die an untimely death. Как говорил мой духовный учитель, если есть союз, но нет разлуки, то река любви умрет безвременной смертью. There's, Rupa Goswami is described as 4 different types of Vipralamba, 4 different types of separation. Рупа Госвами описывает 4 вида випраламбы, 4 вида разлуки. Prema Vaichitya, Purvarag, Man, Prema Vaichitya, and Prabhas. Purvarag, Man, Prema Vaichitya и Prabhas. So, Purvarag means before the lover and the beloved even meet, you're feeling some separation. I have to meet this person. Пурвараг означает, что возлюбленные еще долго не встречались, и они ощущают это, испытывают это чувство до встречи. Man is transcendental loving sulkiness when one becomes angry at the beloved. Ман – это трансцендентное недовольство другим, когда один гневается на второго возлюбленного. Prema Vaichitya is an inconceivable kind of madness when the lover and the beloved are together, but they're feeling separation. Према Вайчити – это непостижимое безумие, когда двое возлюбленных находятся вместе, но при этом они чувствуют разлуку. And Prabhas takes place when the beloved leaves. И прабхас происходит, когда возлюбленный уходит. So there's 2 types of Prabhas. Есть 2 вида прабхаса. There's Dura Prabhas and Sudura Prabhas. Дура прабхас и судура прабхас. Dura Prabhas is, for example, in Braj Lila when Krishna goes to herd the cows in Bhandirvan. Дура прабхас происходит, например, в Браджа Лиле, когда Кришна уходит пасти коров в Бhandirvan. And the gopis feel so much separation. И гопи испытывают разлуку с ним. But then Krishna comes back at the end of the day. Но в конце вечером Кришна возвращается. Similarly, you may not see your spiritual master for several months, maybe even a year, but then you see him again in Mayapur at Gorkwanima time. Точно так же мы можем не видеть своего духовного учителя на протяжении долгого времени, может быть, нескольких месяцев или года, но затем во время Горкванимы мы вновь видим его. The Sudara Prabhas is when the beloved goes to a distant place and you don't know if he'll ever return. Но Судура Прабхас означает, что возлюбленный уходит куда-то далеко, и вы не знаете, вернется ли он когда-либо. When Krishna went to Mathura and Dwarka, the gopis didn't know if he's going to return or not. Когда Кришна ушел в Мадхуру Дварку, то гопи совершенно не знали, вернется ли он вообще. And for the disciple, when their guru leaves this world, am I ever going to see them again? I don't know. И когда гуру уходит из этого мира, ученик испытывает переживает такие чувства. Увижу ли я когда-либо его? Just as there are 4 different types of separation, is also 4 different types of union. Точно так же, как есть 4 вида разлуки, аналогично существует 4 вида встречи. The last and highest type of union is called Samriddhi Man Sambho. И высший вид встречи называется Самриddhi Man Sambho. That Samriddhi Man Sambho takes place after Sudura Prabhas, when there's union after a long separation. Это встреча после Судура Прабхаса, после очень долгой разлуки. I know when Ayendra Prabhu left, some devotees, they were saying, anyway, he's present in his teachings, tapes are there, his recordings are there. I'm sorry to say this, but I wasn't very satisfied with that comment. Так уж, когда ушел Айндра Прабху, некоторые преданные говорили, да, его наставления по-прежнему здесь, его записи, его киртанов есть. Вы меня простите, конечно, но такие комментарии меня не устраивают. When Krishna met the gopis in Kurukshetra, and they were complaining, oh, you left us, you didn't remember us. Когда гопи встретили Кришну на Курукшетре, они стали говорить ему, почему ты бросил нас, ты, наверное, забыл нас. Krishna said, no, I was always there in my teachings.
Кришна сказал, нет, я же всегда живу в своих наставлениях. You can meditate on me. Вы можете на меня медитировать. Were the gopis satisfied? Что, Гопи удовлетворил такое предложение? They told Krishna. Они Кришне сказали. Avushthatena linanava padāravindam yogeshvaraya virutim cha gurudapodai. They said, your instructions are very nice for yogis. Они сказали, да, твои наставления подходят для йогов. But we're not yogis. Но мы не йоги. We're householders. Мы обычные домохозяйки. Yogis have no desires. У йогов нет никаких желаний. So they can meditate on your lotus feet. Поэтому они могут медитировать на твоем But when we meditate on your lotus feet, we find only more and more pain. Только стоит нам пытаться медитировать на твои стопы, боль только усиливается в нашем We сердце. become disturbed. Мы очень беспокоимся, очень страдаем. This instruction is not good for us. Поэтому такое учение не предназначено для нас. But Krishna told them, Кришна сказал им, I was there, you didn't see me. я был там, вы что, меня не видели? I was there in your dream. Я был в ваших снах. You didn't see I was there. Вы что, меня не видели? Don't think there's separation between us. Не думайте, даже не думайте, что мы с вами разлучаемся. It has a very deep purport. И у этого есть очень глубинный смысл. We can associate with someone through their teachings. Мы можем общаться с человеком через его наставления, учения. And as been pointed out, we must. И как здесь говорилось, мы должны делать это. After my revered spiritual master left this world, a few of us went to have darshan at Srila Bhakti Pramod Purnachandra Srila Prabhu's guidelines. Когда ушел мой духовный учитель, то с небольшой группой наших духовных братьев мы отправились в Бхакти Прамод Пури Махараджу, духовному брату Шрила Прабхупады. Very senior disciple of Srila Bhaktisiddhanta, very wonderful Vaishnava. Это удивительный вайшнав, один из самых старших учеников Шрила Бхактисиддханты. We told him, Maharaj, our guru left. И мы сказали, Махарадж, наш гуру ушел. We don't know what to do. Мы не знаем, что теперь делать. And Maharaj told us, don't think that he's gone. И Махарадж сказал, даже не думайте, что он ушел. You should just think that now he's hiding. Вы должны думать, что он спрятался. And you can't see him. И вы его не видите. But now he's just watching to see what you're going to do. Но сейчас он наблюдает за вами и думает, что же они будут делать. Krishna never left Vrindavan. Кришна никогда не уходил из Вриндавана. But he stayed in Vrindavan, in the hearts of the gopis. Он остался во Вриндаване, в сердцах Гопи. How did he enter into their hearts? Как он попал в их сердца? By Vipralampa Agni, the fire of separation. С помощью Випралампа Агни, огня в огне. That fire of separation melted the hearts of the gopis, and then Krishna entered into their hearts. Этот огонь разлуки растопил сердца Гопи, и Кришна вошел в их сердца. So, for me, when I heard Ayendra Prabhu had left, or Purnachandra Maharaj has left, and devotees are saying, teaching, tapes, I didn't feel so satisfied. Поэтому, когда в этих ситуациях, когда ушел Айндра Прабху, теперь Пурначандра Махарадж, и преданные говорят, да, но остались его наставления, и меня не удовлетворяют такие советы. Because I want to see them. Потому что я хочу увидеть их. I'm not satisfied with the book or instruction. Я не буду довольствоваться книгами и наставлениями. But he's done something to us. Но что-то он для нас сделал. By leaving such a personality as made us cry. Такой, своим уходом такой человек заставляет нас плакать. Krishna says to Arjuna in Adi Purana. В Ади Пуране Кришна говорит Арджуне. He says that those people who cry for me, chant my name, they purchase me. Люди, которые повторяют мое имя, плачут по мне. Такие люди купят меня. Nanyat Krita Janardana. Janardana Krishna is not purchased by anything else. Джанардану Кришну невозможно купить ни за какие деньги. So it's not enough just to say, I'm a disciple of Bhagavan Maharaj, I'm a disciple of Purnachandra Maharaj, see my picture with him. Поэтому недостаточно просто говорить, что я ученик Гор Говинды Махараджа, я ученик Пурначандры Махараджа. Вот видите, я на фотографии с ним. We want to imbibe the mood of that personality. Мы хотим впитать настроение этого человека.
And by departing in such a way like this, the devotees cry and cry. Когда преданные уходят таким образом, то другие преданные плачут. In those tears, you will meet him again. И в этих слезах вы найдете путь к встрече с ним. Because he's that kind of person. Don't think that he's dead. Потому что он такой человек. Даже не думайте, что он умер. If you think that he's dead, he's not dead, you're dead. Если вы думаете, что он умер, то это не он умер, это вы мертвы. It's called manmoro bhav, brain dead. Это означает манмора бхав, что ваш мозг. That person who thinks my Guru Dev is no longer present now, what will I do? I have to go to someone else. Where will I get that affection? What am I going to do? They don't see the Guru is present. Те преданные, которые думают, вот мой гуру теперь ушел, что же мне делать, куда мне пойти, кому предаться, такие люди не видят присутствия своего гуру. Now it's a great test. He's hiding in the bushes and just waiting to see what everyone's going to do. Теперь вас ожидает испытание. Он прячется где-то за кустиками и смотрит, что же вы будете делать. Шрила Purnachandra Gosvami November